Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как можно сшить эспадрилье из джинсов и вот такого шнура из сизали. Также можно использовать джут, но сизаль будет прочнее. Ширина шнура 8 мм в диаметре. Итак, для начала берем самые удобные тапочки или туфли и обводим подошву. Готово. Также нам понадобится кусочек плотной пленки, на него мы переведем подошву. И далее вырежем подошву из полиэтилена. Готово. Также нам понадобится еще кусочек пенопласта. Его будет удобно протыкать булавками. На нем мы сейчас будем клеить нашу подошву. Итак, берем начало шнура, и я отрежу кусочек и сделаю острый край. Вот так. Готово. И прикладываем к середине подошвы изнутри. Начинаем скручивать по всему периметру шнур из сизаля. И прикалываю его булавками. Итак, я выложила первый ряд из шнура. Благодаря тому, что мы отрезали кончик шнура и начали его с середины стопы, посмотрите, как аккуратно ложится второй ряд. Я буду использовать термоклей для склейки подошвы. Также можно использовать любой столярный водостойкий клей. Плотно прижимаем второй ряд к первому, и также дополнительно я фиксирую его булавками. И продолжаем. Промазываем клеем первый слой и плотненько прижимаем второй. И так далее, когда мы дошли до середины подошвы, обрезаем шнур, проклеиваем его. Также плотно прижимаем к предыдущему ряду и фиксируем булавками. И у нас остается небольшое пространство в центре подошвы, его мы заполним из кусочков. Делаем острый край и приклеиваем. Последний кусочек у нас будет вот такой маленький. Далее даем подошве хорошенько остыть и будем снимать булавки. Готово. Отсоединяем подошву от пенопласта. Пленка у нас остается приклеенной к подошве, но это будет только в плюс для влагоустойчивости нашей подошвы. Если кое-где остались дырочки, заполним их также клеем, чтобы подошва не пропускала воду. Итак, наша подошва из сизаля полностью готова. Посмотрите, какая она эластичная и прочная в то же время получилась. Точно таким же образом делаем вторую подошву, и нам далее необходимо сделать стельки. Я взяла одноразовые тапочки из отеля, у меня были. Срезаю верхушку, и остается вот такая подошва. Она толстенькая, достаточно мягкая. Врезаем ее по форме нашей подошвы из сизаля.
За счет того, что подошва от тапочек гостиничных достаточно мягкая, это скомпенсирует жесткую подошву из сизали, чтобы ноге было удобно. И таким же образом вырезаем вторую стельку. Итак, готово. Далее я эти стельки обклею тканью. Я взяла вот такую тянущуюся джинсовую ткань. Вырежу по форме подошвы, по форме стельки, делая припуски примерно 2 сантиметра. Далее сделаем насечки по всему периметру подошвы. И с помощью термоклея, вот так как бы намазывая его, приклеим ткань к стельке. Итак, ткань мы приклеили. Посмотрите, какие аккуратные, симпатичные стельки получились. Итак, далее займемся верхом наших эспадрилей. Для начала нам необходимо сделать выкройку. Прикладываем тоненький лист бумаги к ноге и обводим, делаем метки на уровне стола. Далее соединяем линией получившиеся метки. И мы сделали выкройку верха тапочек. Полоска шириной 6-7 см и длиной примерно 30 см будет служить нам задником наших эспадрилей. Далее все эти детали выкраиваем из джинсов. И не забываем делать припуски на швы. Примерно по 1 сантиметру с каждого края. Этих деталей нам понадобится 4 штуки. Готово. Задника нам нужно 2. И чтобы не делать их 4, а потом сшивать между собой, я задник, выкройку задника приложила к краю джинсовой штанины. По краям я сделала припуск 2-3 см побольше, сверху 1 см. И вырезаем. Как я уже говорила, нам понадобится 2 таких задника. Готово. Далее берем верх тапочек и лицом к лицу, складывая детали, прошиваем на 1 см от края. Прошили, затем раскладываем деталь вот таким образом и даем отстрочку 1 мм от края на внутреннюю сторону. Вот так получается. Готово. Складываем опять наши детали пополам, и у нас получается обработанный край тапочек. Далее эти детали я хочу украсить вышивкой из ниток, называются мулине, очень прочные, хлопковая нить. Я взяла в тон к подошве. Вышивку я буду делать как на деталях верха, так и на деталях задника. Вот таким образом. Называется зигзаг. Сначала делаем зигзаг в одну сторону. Готово. Затем разворачиваем и в другую сторону. Итак, вот такая вышивка симпатичная получается. Сделаем ее еще здесь и здесь. Итак, наши детали полностью готовы. Посмотрите, как вышивка украсила верх тапочек.
И теперь нам необходимо будет пришить верх тапочек к подошве. Стельку пришивать я не буду, мы ее вложим после того, как все пришьем. Итак, начинаем прикалывать верх тапочек к подошве. Подгибаем на 1 см от края и равномерно прикалываем. Обязательно после прикалывания верха тапочек к подошве примерьте их на ноге. Эти места мы прошьем на машинке. Готово. Срежем лишнее. И далее начнем пришивать верх к подошве. Я буду использовать те же нитки, прочные хлопковые нитки мулине. Те же нитки, что я и использовала для вышивки. Протыкаем одновременно верх тапочек и подошву. Подошва за счет структуры плетения сизали достаточно легко протыкается. И затягиваем нить. Вот таким образом. И таким швом прошиваем всю подошву по периметру. Итак, готово. И точно таким же образом обрабатываем второй тапочек. Итак, друзья, наши эспадрильи с подошвой из сизаля, сделанной вручную, полностью готовы. Осталось только вложить стельки и примерить обувь. Итак, друзья, посмотрите, какие самобытные и оригинальные тапочки эспадрильи у нас получились. Подошва очень удобная, ноге приятно. Таких тапочек эспадрильи точно ни у кого больше не будет. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.